Доброе утро! Сейчас я хочу быстро поставить тесто для грузинского хлеба шоти. В миске у меня мука и соль, а здесь вода с сахаром и дрожжами. Дрожжи уже активировались, и сверху появилась пышная шапочка, значит, можно замешивать тесто. Рецепт, как всегда, оставлю в описании. А теперь поработаю руками. Тесто должно получиться жидковатым, а сейчас добавляю оливковое масло. Тесто вымешиваю в течение 5-7 минут, чтобы активировать клейковину и сделать его эластичным, но не перегреть. Тесто вымесила, положила в смазанную маслом миску, накрываю и убираю. А пока тесто будет подниматься, хочу быстренько промыть крыльцо, балкончики и ковры. Я начну, а Юра закончит.
Сейчас небольшой перерыв на кофе и тирамису с персиками, которое я приготовила вчера. Вот как это было. У меня здесь сливочный сыр маскарпоне. Понадобится еще сгущенное молоко, печенье савоярди и нарезанные персики. Рецепт есть в видео номер 4, где я готовила тирамису с клубникой. Тирамису готово. Теперь убираю его в холодильник минимум часа на 4, чтобы хорошо пропиталось и стало нежным. Но я обычно оставляю на ночь. Сейчас кофе допью, балкончики промою. Но наши животные меня без работы не оставят. Они раскидали и раскопали все камни под пальмой, которые я обычно укладываю пару часов. Но сегодня уже ничего восстанавливать не буду. Оставлю на другой день. У меня прошло 1,5 часа, тесто уже вот так поднялось. Делю на 2 части.
Накрыла пленкой и оставлю минут на 10. Духовку уже включила разогреваться до 250 градусов. 10 минут прошло. Шоти буду формировать на перевернутом противне, застеленном пергаментом. Когда жила в Питере, рядом с домом была грузинская пекарня, куда мы часто заходили за свежими шоти и хачапури. А когда выезжали на шашлыки, всегда брали с собой именно шоти или узбекские лепешки из тандыра. Они идеально подходят к мясу на огне. Эти простые, но такие вкусные традиции всегда остаются в памяти. И теперь, живя здесь, в Греции, я стараюсь воспроизвести их у себя на кухне. И это одна из причин, почему выпечка стала моим хобби. Сформированные шоти отправляю выпекаться в разогретую духовку. Шоти уже испеклись, выпекались они 12 минут. Получились румяные, с хрустящей корочкой. Аромат свежего хлеба наполнил всю кухню. Вот такие они хрустящие, мягкие в разломе, пористые. Люблю горячую лепешку со сливочным маслом. Видео мое подошло к концу. Спасибо, что провели это деревенское утро вместе со мной. Надеюсь, вам понравилось, и вы почувствовали немного уюта и спокойствия. И до встречи в следующем влоге.